Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжу очень простую, но очень оригинальную за счет макушки шапочку крючком. За основу для вязания дна шапки брала схему небольшой салфетки, всего 11 рядов. Остальную часть шапки вязала лицевыми рельефными столбиками. Шапка подойдет для зимы и, конечно, потребует подклада. Шапка получается на обхват головы 56-57 сантиметров, но можно сделать и на обхват головы 50 сантиметров. Для этого после вязания дна надо скорректировать количество петель до нужного объема. И как вариант связать дно на 1-2 ряда меньше. Это будет зависеть от того, будет в шапке подклад или нет. Модель шапки универсальная, подойдет и на весну, и на зиму. Вязала крючком 2,5 мм, ближе к двойке. В видео я использую детский акрил в 100 граммах 400 метров. Вы, конечно, можете взять более теплую нитку и более подходящего качества. Видео пехорка детская новинка, но я использую ее в основном только для примера. По моим наблюдениям, эта пряжа после стирки теряет вид. Пряжи ушло 50 грамм. Итак, приступим. Скользящую петлю провяжем 12 столбиков с накидом и замкнем круг соединительным столбиком. Три воздушные петли подъема и 2 петли узора. В этом ряду сейчас делаю накид на крючок. В следующую петлю основания провяжу столбик с накидом. И будем провязывать в каждую петлю основания столбик с накидом. Разделять эти столбики будем 2 воздушными петлями. В следующую провяжу столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли, накид на крючок, столбик с накидом. И так будем продолжать до конца ряда. Будем провязывать столбик с накидом в каждую петлю основания. Закончим соединительным столбиком. Следующий ряд. Провязали 4 воздушные петли. 3 подъема и 1 петля узора. В это же основание провязываем столбик с накидом. Провязали. 2 воздушные петли. В следующий столбик с накидом предыдущего ряда провяжем столбик с накидом. Провязали 2 воздушные петли. В следующий столбик с накидом предыдущего ряда провяжем галочку. Столбик с накидом, 1 воздушная петля и в это же основание столбик с накидом. И будем чередовать галочку, столбик с накидом. И разделяем галочки и столбик с накидом 2 воздушными петлями. Сейчас опять 2 воздушные петли. И в столбик с накидом предыдущего ряда провяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли и галочка. Следующий столбик предыдущего ряда. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так будем продолжать до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. В арку галочки 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В столбик с накидом предыдущего ряда провяжем столбик с накидом. Лицевой рельефный.
2 воздушные петли и в столбик с накидом предыдущего ряда провяжем лицевой рельефный столбик. 2 воздушные петли. Следующий листочек начинаем лицевой рельефный столбик за столбик с накидом предыдущего ряда. В арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Следующий столбик лицевой рельефный. Лицевой рельефный. 2 воздушные петли и лицевой рельефный столбик за столбик с накидом предыдущего ряда. И так будем продолжать до конца ряда. Заканчивать ряд будем соединительным столбиком. Будем чередовать. Сейчас вяжем лицевой рельефный. В арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Накид на крючок, лицевой рельефный. И так будем чередовать до конца ряда. 3 воздушные петли подъема. Здесь этот веер весь провяжем лицевыми рельефными. 1, 2, 3, 4 накид на крючок и 4. Провязали 2 воздушные петли. Теперь провяжем в столбик предыдущего ряда 3 столбика с накидом с одним основанием. Провязали 2 воздушные петли и группа столбиков все провязываем лицевыми рельефными. 1, 2 лицевой рельефный, 3 лицевой рельефный, 4 и 5 лицевой рельефный столбик. Это основа будущего листочка. Провязали 2 воздушные петли и в столбик предыдущего ряда провяжем 3 столбика с накидом с общим основанием. Так будем чередовать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Три лицевые петли подъема. Далее лицевые рельефные столбики, как в прошлом ряду. 1, 2 лицевой рельефный, 3 лицевой рельефный, 4, 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, лицевой рельефный столбик за столбик с накидом предыдущего ряда. В следующий столбик провяжем лицевой рельефный столбик, воздушная петля и за это же основание еще один лицевой рельефный столбик. Провязали лицевой рельефный столбик за следующий столбик предыдущего ряда.
провязали. Теперь 2 воздушные петли. И далее 2 воздушная петля. И далее провязываем лицевые рельефные столбики. Формируем листочек. Первый рельефный столбик лицевой, второй лицевой рельефный столбик, третий лицевой рельефный столбик, четвертый, и пятый лицевой рельефный столбик. Провязали. Вот такой узорчик у нас уже получается. И далее повторяем. 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, провяжем лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда. Накид на крючок, лицевой рельефный столбик за средний столбик предыдущего ряда. Воздушная петля. И в это же основание провяжем лицевой рельефный столбик. Провязали. И за следующий столбик тоже лицевой рельефный. И так будем повторять до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Три воздушные петли подъема. Сейчас начнем убавлять столбики. Провяжем столбик с накидом и провяжем их вместе. Далее лицевой рельефный столбик за следующий столбик предыдущего ряда. И здесь с этой стороны убавляем, провязываем лицевой рельефный столбик незавершенный, второй лицевой рельефный столбик незавершенный, провяжем 2 петли на крючке вместе и 2 оставшиеся вместе. 2 воздушные петли, лицевой рельефный столбик, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда, две воздушные петли, в арку из воздушной петли провяжем столбик с накидом, провязали, 2 воздушные петли, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда, лицевой рельефный столбик за следующий столбик предыдущего ряда. Вот такой узорчик у нас получается. 2 воздушные петли и опять убавляем листочек. Делаем накид на крючок и провязываем лицевой рельефный столбик незавершенный. Первый, накид на крючок и лицевой рельефный столбик незавершенный второй. Теперь провяжем их вместе. Провяжем лицевой рельефный и с этой стороны убавляем. Лицевой рельефный незавершенный, второй лицевой рельефный незавершенный, провяжем их вместе. Там, по-моему, я первый листочек немножко неправильно сделала, но извиняюсь. 2 воздушные петли, лицевой рельефный, за следующий столбик предыдущего ряда лицевой рельефный, 2 воздушные петли, в арку из воздушной петли предыдущего ряда столбик с накидом, 2 воздушные петли,
Накид на крючок, лицевой рельефный столбик за столбик с накидом предыдущего ряда. Накид на крючок и за следующий столбик тоже провяжем лицевой рельефный столбик. И так будем продолжать до конца ряда, убавлять листочки, и здесь будем расширять. 3 петли подъема, убавляем листик, провяжем лицевой рельефный столбик средний, незавершенный. Теперь здесь мы 2 провязывали вместе. Здесь над ними тоже провяжем лицевой рельефный столбик незавершенный. Секунду. Так. И теперь провяжем 3 петли вместе. Провязали. 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок, лицевой рельефный столбик провяжем. Следующий столбик тоже провяжем лицевым рельефным. Провязали. 2 воздушные петли. В столбик с накидом предыдущего ряда провяжем веер из 5 столбиков с накидом. То есть провяжем 5 столбиков с накидом с общим основанием. 2, 3, 4 и 5. Так. 2 воздушные петли. Далее накид на крючок, лицевой рельефный столбик. Накид на крючок, лицевой рельефный столбик. 2 воздушные петли и опять убавляем листик. Здесь провяжем лицевой рельефный незавершенный. Над средним столбиком листочка провяжем лицевой рельефный незавершенный. И еще один лицевой рельефный незавершенный столбик. А теперь провяжем их вместе. 2 воздушные петли. И повторяем. Лицевой рельефный столбик в лицевой рельефный столбик предыдущего ряда. Лицевой рельефный столбик в лицевой рельефный предыдущего ряда. 2 воздушные петли. В столбик с накидом предыдущего ряда провяжем веер из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Так будем чередовать до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком. Так, здесь для этого ряда пробираемся к лицевому рельефному столбику с соединительными столбиками. И уже вот с этого места делаем петли подъема. Нам надо сделать 3 петли подъема. Далее провяжем лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли. А теперь в каждый столбик будем провязывать галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в это же основание.
Провязали. В следующий столбик предыдущего ряда провяжем галочку столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Провязали. Следующую столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в это же основание. И так будем поступать с каждой петлей. В каждую петлю будем провязывать галочку. В следующую петлю галочку столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в это же основание. Еще галочка, столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом в это же основание. Провязали. Теперь 2 воздушные петли, лицевой рельефный столбик, лицевой рельефный столбик, так, секунду, воздушная петля и повторяем лицевой рельефный столбик, столбик предыдущего ряда, накид на крючок, провяжем лицевой рельефный столбик, столбик предыдущего ряда. Две воздушные петли. И теперь в каждую петлю веера будем провязывать галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в это же основание. В следующую петлю галочку столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в это же основание. И так будем поступать с каждым столбиком этого веера. Провязали галочку, и следующий тоже провяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, в это же основание столбик с накидом. И последний столбик. Столбик с накидом, воздушная петля и в это же основание столбик с накидом. Две воздушные петли, накид на крючок, лицевой рельефный столбик, провязали, накид на крючок, лицевой рельефный столбик, воздушная петля, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда и еще один лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда. Так будем повторять до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком. Вот такой узор получается. 3 воздушные петли подъема. Сейчас будем провязывать 2 столбика вместе. Провязали лицевой рельефный и вместе их провязали. 2 воздушные петли. И теперь в каждый столбик будем провязывать лицевой рельефный столбик, воздушная петля, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда, воздушная петля, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда,
воздушная петля. Так провяжем весь веер. Лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда, воздушная петля, накид на крючок, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда, воздушная петля, лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда, воздушная петля. Так поступаем с каждым столбиком и провяжем так весь веер. Осталось еще немножко. Лицевой рельефный, воздушная петля, лицевой рельефный, воздушная петля и последний лицевой рельефный столбик. Провязали. Две воздушные петли. Теперь будем здесь убавлять. Провяжем 2 незавершенных рельефных столбика. 1, второй лицевой рельефный незавершенный. Провяжем 2 петли вместе. На крючке оставим 2 петли. Переходим к следующим столбикам. Провяжем лицевой рельефный незавершенный. Второй лицевой рельефный незавершенный. Провяжем первые 2 петли вместе, на крючке 3 петли. А теперь провяжем все 3 петли вместе. Вот такой у нас рисунок получится. 2 воздушные петли и продолжаем. Лицевой рельефный, воздушная петля, лицевой рельефный столбик, воздушная петля. Ну, то есть так же, как мы вот с первым мотивом. Также над каждым столбиком предыдущего ряда будем провязывать лицевой рельефный, разделять эти лицевые рельефные будем между собой воздушной петлей. Так будем продолжать до конца ряда. И закончим ряд соединительным столбиком. Накид на крючок, лицевой рельефный столбик, незавершенный. Второй лицевой рельефный столбик, незавершенный. Провяжем 2 петли первые вместе. На крючке 2 петли, накид на крючок, лицевой рельефный столбик незавершенный, второй лицевой рельефный столбик незавершенный, 2 этих столбика вместе, и теперь 3 петли, образовавшиеся на крючке, вместе, 2 воздушные петли. И так будем продолжать до конца ряда. Так, пробираемся соединительными столбиками к вееру. Так, теперь делаем 3 воздушные петли подъема и 2 петли еще узора, то есть всего 5 петель. Теперь провяжем в следующий столбик лицевой рельефный столбик. 2 воздушные петли. 1, 2. Накид на крючок, лицевой рельефный столбик за следующий столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петли.
лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли, лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли, лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли, лицевой рельефный, 2 воздушные, лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли, лицевой рельефный и не довязываем 1 столбик. 2 воздушные петли. Сейчас провяжем лицевой рельефный незавершенный. Из следующего веера первый столбик тоже лицевой рельефный незавершенный и провяжем их вместе. И далее повторяем. 2 воздушные петли, лицевой рельефный столбик в столбик предыдущего ряда. То есть так поступаем с каждым веером, не довязываем по 1 столбику, и вот эти крайние столбики будем соединять вместе. Так будем продолжать до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком. Напоминаю, в этом веере мы разделяем лицевые рельефные столбики 2 воздушными петлями. Теперь нам надо выровнять полотно. Так, здесь я набрала 4 воздушные петли подъема, делаю 2 накида на крючок, провяжу столбик с 2 накидами, делаю 2 накида на крючок и провяжу лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Далее 2, нет, 1 накид на крючок. И далее мы до впадины будем вязать по столбику с накидом. У нас получится в арку мы будем вязать столбик, и над лицевыми рельефными будем вязать столбики с накидом. Так вяжем до впадины. В впадине будем вязать столбики с 2 накидами для того, чтобы выровнять полотно, чтобы у нас получился ровный край.
Всего у меня получилось по кругу 108 столбиков. То есть шапка получается на обхват 56-57 сантиметров, но при желании там можно количество петель скорректировать при вязании, ну, когда будем вязать по прямой, либо здесь не довязать один ряд. Ну, если шапка нужна меньшего размера, можно попробовать так. То есть вот я почти дошла уже до места, где я буду вязать столбики с 2 накидами. То есть вот здесь у нас впадина, и нам надо будет выравнивать полотно. Так, провяжу столбик с накидом. Так, а здесь делаю 2 накида на крючок и в арку провяжу столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок, лицевой рельефный. Два накида на крючок и провяжу лицевой столбик, обычный столбик с 2 накидами, извиняюсь. 2 накида на крючок и провяжу лицевой рельефный столбик. Вот таким образом мы будем выравнивать полотно. Опять делаю 2 накида на крючок, столбик с 2 накидами, 2 накида на крючок, лицевой рельефный. Провязали. 2 накида на крючок, лицевой, обычный, с 2 накидами столбик. То есть у нас получается в арку обычные столбики, а за лицевые столбики предыдущего ряда вяжем лицевые. И далее уже вяжу с 1 столбиком до следующей впадины. Вот таким образом мы выравниваем полотно, а дальше уже будем вязать просто лицевые столбики с 1 накидом. У нас уже полотно пойдет ровное. Будем вязать до нужной высоты, шапку до нужной высоты. Я не стала вязать в этой шапке резинку, потому что мне показалось, она здесь лишняя будет. Все-таки шапка такая получилась нежная, ажурная. Наверное, здесь что-то мне не понравилось. Решила я край просто обвязать. И далее. Вот у нас уже получилось вот такое дно, и шапочка начала скругляться. Далее мы просто уже вяжем за каждый столбик предыдущего ряда, просто вяжем по столбику лицевому рельефному. То есть шапку я решила вязать лицевыми рельефными столбиками. Была у меня мысль связать резинкой, но все-таки остановилась я на лицевых рельефных. И вяжем таким узором шапку до нужной высоты. Можете в процессе примерять, чтобы не ошибиться. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!